Привет! Сегодня у нас немного необычный выпуск. Я постоянно нахожусь в поиске новых идей, и книги в этом играют очень важную роль. Сегодня я расскажу про книгу Жени Арутюнова «Сложный дизайнер». Эта книга не совсем про дизайн в привычном понимании этого слова. Здесь нет правил верстки, основ композиции. Зато автор делится культурой мышления, рабочей рутиной и науками переговоров. Первая идея, которую бы хотелось отметить, об абстрактных свойствах дизайна в главе «Прочный дизайн». Очень часто заказчики начинают обсуждать дизайн с деталей. Неплохо. Но мне кажется, чего-то не хватает. А что если мы сделаем синюю маску и сверху напишем «коронавирус», чтобы наверняка все догадались, о чем это? Но проблема в том, что изменение одного небольшого элемента влияет на другие элементы, а обсуждать влияние всех элементов на восприятие. Нужно найти такие элементы, которые бы находились в противоречии, но обе имели право на существование. Да, звучит сложно, но сейчас поясню на примере. Например, воздушность, плотность. Где воздушность — это минималистичный дизайн, основанный на контрасте между объектом дизайна и отрицательным пространством. В то время как плотность — это нагруженный дизайн, почти без фона. Основной акцент идет на элементы управления. К примеру, это кабина управления самолетом. Так вот, на этой шкале между воздушностью и плотностью вы можете показать заказчику, что ваш дизайн находится где-то здесь. И в какую сторону он хочет подвигать ползунок. Сделать дизайн более воздушным или более плотным. Это вы обсуждаете на встрече. И таких шкал может быть много. Главное не скатиться в шкалу оценочных суждений. Плохо, хорошо. Такая шкала вам совершенно не поможет. Смелость в дизайне — это не только эксперименты с цветом, формой и композицией. Смелость иногда предложить кардинальные изменения. Так, например, поступил автор, когда к нему пришли с задачей сделать логотип для джазового, краснодарского джазового биг-бенда имени Георгия Гороняна. Автор попытался это сделать, но предложил кардинально другое решение. Он предложил им сменить название. Не сменить название, а использовать менее формальное GGBB. Какой тут вывод? Нужна смелость, чтобы усомниться в задаче и предложить другое решение. Но и тут не стоит перебарщивать. Если вы уверены, что другая идея будет работать хорошо, нужно ее правильно преподнести заказчику на переговорах. И об этом тоже есть в книге. Глава называется «Трудный клиент», и это очень удобный ярлык. Клиент трудный, а мы хорошие. Но это не всегда так. Нужно понимать, в каких ситуациях клиент поступает именно таким образом. В книге автор рассказывает реальные кейсы и как следует поступать, чтобы смотреть глазами клиента и в то же время вести себя профессионально и спокойно. Например, клиент затягивает процесс, не отвечает, приходится пинговать и так далее. Тут, конечно же, можно обидеться и сказать, трудный клиент, со скрипом довести проект до завершения и больше с ним не работать. Но можно попытаться разобраться в ситуации. Как разобраться в ситуации? Можно на переговорах аккуратно спросить, почему клиент так быстро не отвечает. Может быть много разных причин. Может даже оказаться так, что проект на самом деле не очень важен. Или ребята не вытягивают и у них слишком много задач. Или еще какие-то другие причины. Если проект не очень важный, вы можете поступить следующим образом. Тогда вы можете передоговориться с клиентом, чтобы не вкладывать душу в этот проект, чтобы брать другой проект параллельно, потому что будут долгие согласования. Также, может быть, для вас будет более комфортно взять предоплату сразу за весь проект, чтобы потом не париться. И также вы можете учесть затянутость проекта, которая отражается в стоимости. Это только одна ситуация и один пример из книги, там их много, так что смотрите сами, если вам это интересно, можно прочесть. В 7 главе очень классные мысли про планирование. Точнее, не мысли, а вот реальный опыт. Я, например, очень часто хочу запланировать свой день так, чтобы он сошелся. Пару встреч утром, работа над главным проектом и вечером пойти на тренировку. Но реальность часто вмешивается. Вместо того, чтобы потратить весь день на главный проект и основную задачу, я трачу его на ответы в чатиках, пропащее время в почте и доделки по дизайну, потому что разработчик сейчас это верстает. В итоге в конце дня у меня ничего не сделано, ничего не сошлось. В итоге мой спланированный день превращается в хаос.
Автор сталкивался с такой же проблемой. Он перепробовал разные методы, разные способы. Об этом подробно описывает в книге. Мне запомнилась такая идея, что план всегда ломается, особенно в творческих задачах. Но тем не менее, планировать нужно, чтобы понимать, куда мы идем. Что можно с этим сделать? Способов много, какой заработает у вас, нужно пробовать, экспериментировать. Один из способов, который описан в книге, это метод прогрессивного JPEG. Если еще не знаете, что это такое, то я ссылочку оставлю в описании. Как итог, книга «Сложный дизайнер» вдумчивая, а местами философское рассуждение о работе дизайнера, стоимости работ, подходы к планированию. Последняя глава вообще о том, чего мы хотим. И ее я перечитаю еще разок спустя какое-то время. Если у вас есть интересные истории из работы с проектами или переговорами с заказчиками, расскажите в комментариях, было бы очень интересно поделиться опытом и послушать разные истории. А если обзор вам понравился, он показался полезным, поставьте лайк, подпишитесь, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи, пока-пока!